Друзья, я подготовил для вас новогоднее предложение. Несколько работ, с которыми я готов расстаться за полцены в честь Нового года наступающего. Заглядывайте на сайт и познакомьтесь с ними. Ник Зеркало. Вячеслав, как вы относитесь к тем, кто копирует ваши работы? С целью изучения живописи, думаю, разве можно это запретить? В любом случае, напишите сзади, что это копия с моей работы. Думаю, так будет правильно. Вик Валчук. На пленэре вы постоянно пишете на ненатянутом холсте, на холсте, приклеенном к планшету. Сейчас пишу и на любых, и в том числе на натянутых холстах, на подрамниках. В Прованс, во Францию возил просто холст на картоне в чемодане. Так, а везде говорят, что маслом можно писать только на натянутом холсте, иначе краска потрескается. Получается, это старые сведения? Получается, современными красками можно так писать? Очень хочется услышать ваше мнение по этому вопросу. И когда после пленэра вы натягиваете работу? Ведь когда ты дома, можно использовать натянутый холст. А когда едешь на пленэр или в путешествие, то такие холсты уже неудобно брать. Как раз собираюсь в путешествие. Вопрос актуален. Да, просто наклеиваю на поверхность моего кассетника, если работа не превышает 30×40. Это удобно, ты не возишь с собой деревяшечки в виде подрамника. Можно один подрамник, кстати, брать. Просто один складной. Вы его собрали в чемодан, а там разобрали и натянули на него холст. Написали. Я так возил в Америку 2 подрамника квадратные, 50×60 и, по-моему, 50×50 или 60×60. В последнее время я все-таки ввожу холсты на подрамники разных размеров. Потому что маленькие это не всегда интересно. Хочется в каких-то интересных местах сделать форматные работы. И я делаю. С такими работами я уже ездил в Швейцарию, ездил в Армению, и мне понравилось. Что касается, иначе краска может потрескаться на ненатянутом холсте, вы просто не сильно натягиваете его, и все. Почему она потрескается? Росе Георгий. Голосую всеми конечностями за ваш визит в Калифорнию. С тех пор, как открыла для себя ваш волшебный мир, с тех пор и жду. Уроки-то я купила, но уж очень хочется под вашим чутким руководством пописать. И еще у меня вопрос. Вы фотографируете свои потрясающие картины в формате RAW, сырые, RAW. Да, фотографирую именно в RAW, и потом в фотошопе все это балансирую, довожу до ума. По поводу Калифорнии я очень думаю и надеюсь, что это случится. И не только Калифорния. Уж если ехать, то и в другие штаты. В любом случае на сайте будет отражена информация о моих классах. Георгий Х5Ш. Уважаемый Слава, недавно прослушал радиопередачу «Радио России», где говорилось о художниках, и в частности речь шла о цифровых художниках и искусственном интеллекте. И вы знаете, там ведущие так расхвалили тяжелый труд цифрового художника, говорят, надо знать, куда и как положить пятна и так далее. Его труд был оценен тяжелее нашего, и в итоге я почувствовал себя никому не нужным художником. Это как получается? Извините меня, краски, кисти не покупают, холсты не покупают, растворители не нюхает. Если положил неправильное пятно, в отличие от нас, одним движением мышки убирает его, и в итоге они лучше и нужнее, чем мы, оказывается. И когда слышишь их прогнозы на будущее, вы знаете, как-то руки опускаются. Как профессор Преображенский говорил, вы поменьше читайте доктору Барменталю газеты, на ночь особенно. А может, действительно наше дело, как когда-то граммофоны и патефоны, магнитофоны, уйдут в прошлое? Да, друзья, вот мы попали
Прошу помощи у зала, у нашего госпиталя. Отделение нейромозговедения. Что там в будущем вообще свистит художникам? Как оно с нами будет распоряжаться? Давайте жить сейчас, Георгий. Чего нам? В конце концов, это ж не объективная вообще вещь, искусство. То есть я написал, и могут оценить, а могут не оценить, правда? Так вот, в необъективном искусстве мы делаем все только для себя. Ну, по крайней мере, я сделал такой вывод, и мне хорошо. Я действительно не жду ни от кого ничего. Я готов к тому, что мимо моих работ проходят люди мимо, действительно мимо. Они просто проходят, даже не взглянув. Мне достаточно того, что я испытываю, когда пишу. Счастье, как Коровин говорил, пишите, потому что это счастье, которое вы испытываете, ну, художник, который испытывает, не сравнится ни с какими деньгами. Так ради счастья, восторга этого мы и работаем. Этого достаточно, ну, мне, по крайней мере. И думаю, что и многим в нашей палате, ну, многие поддержат меня. Что скажете? Ну и потом всегда найдутся ценители прошлого, реликтового такого, да, искусства. Их было-то всегда мало, ну и станет еще меньше. Ну что ж, тем ценнее будут рукотворные произведения. Все, что рукотворное, оно всегда в цене. Ну, какие-то фарфоровости из этого самого завода. Это одна история. А ручной работы другая история. Ну, просто это разные производства, и цена разная. Блюдье какой-нибудь, ручной работы. Там чувствуются руки художника, которые мяли вот эту глину, неровности всякие, красили. Но это же просто, это ценно. Тем более труд художника на холсте. Да он ни с чем не сравним. Никакие всякие цифровые никогда не смогут сделать то, что делает художник на холсте. Марина Третьякова. На новогодние праздники планируем поездку в Санкт-Петербург. Как будет работать ваша выставка в праздники? Очень хочу попасть. Ну, во-первых, вы просто на сайте галереи живописи 20 века написано часы работы, дни, да? Ну, во-первых, она кроме понедельника и вторника работает, остальное время с 11 до 20. В праздники, я уверен, будет работать. Просто вы уточните на сайте или им позвоните и узнаете. Олег Сизаненко. Почему в вашей школе не начинают с кубиков и шариков? Ведь во всех учебных заведениях именно с этого начинают. Или вы считаете, что анализировать форму можно научиться позднее? Да нет, просто у меня необычная школа. Как бы она для тех, кто рисовал уже шарики, но не до конца научился их рисовать. Поэтому мы так, в общем, движемся в сторону мастерства, подразумевая, что приходят люди, кому это интересно, ну, какой-то уровень такой, более продвинутый, что ли. Шарики можно научиться рисовать в обычной художке. Ходите в любую студию, и все, и вы там так раскрутитесь, почувствуя простые формы, что потом ко мне. Или просто дома пишете, рисуете и мне присылаете шарики. Дуся, раскройте, пожалуйста, секрет, чем вы грунтуете холст? Водоэмульсионкой. Каким разбавителем пользуетесь? Терпентин обычный, без каких-либо примесей, без запаха. Владимир Быков. Вячеслав, по поводу небрежности все верно. Это полная свобода действий при написании, а также рисовании. Я всегда говорю, что в некой незаконченности есть своя изюминка, и она сродни расхлябанности. Но при всей свободе писания нужно владеть знаниями, и практика – это важно, конечно. Поэтому прежде чем позволять себе неаккуратность или небрежность, сначала изучи азбуку цвета, лепку форм, состояние и настроение, конечно. Всякая привлекательная небрежность таит в себе некоторый профессионализм. Спасибо. Абсолютно с вами согласен. Сядьте за рояль,
начните нажимать, если вы не изучали грамоту, начните просто нажимать любые клавиши, как вам захочется, музыки не получится. Поэтому нужна, конечно, стройность, грамота. Собственно, мы этим и занимаемся в моей онлайн-школе и на живых классах. Мое мнение, живопись любит небрежность, но в сочетании и с точностью обязательно. За всякой небрежной, там, я не знаю, живописью какого-нибудь мотива, ну, условно, пейзажа, стоит железный рисунок, чувствование композиции, ну, вот там целый мир. Но написано намеренно с некоторой вот такой расхлябанностью. Рисунок внутри, он чувствуется. Ты всегда это видишь. Умеет ли художник рисовать или нет? Друзья, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Код QR на экране.